Кошка родила котят в подвале, пожалуй, более типичную ситуацию для бездомных животных на территории стран СНГ представить сложно. Новоиспеченная мать как могла старалась ухаживать за своими малышами, но однажды она не вернулась с охоты на свое место. Четверо беспомощных котят, которые только-только отлучились от материнской груди, остались в подвале в совершенном одиночестве. Нет ничего удивительного в том, что они нахватались инфекций и болезней в такой ситуации. Кто знает, как могла бы повернуться их судьба, не окажись рядом опытный ижевский заволонтер Анастасия и ее помощники. Двух котят девушка отправила на домашнюю передержку, а еще двух– в клинику. Сегодня мы расскажем вам историю самой проблемной малышки из этой компании– Улечки. Ее организм едва справлялся с болезнями, и из-за этого пушистая кроха потеряла глаз. Врачи прооперировали Улечку, поместили в стационар. Девочка приходила в себя, училась принимать ласку от людей. Анастасия понимала, что вряд ли ей удастся быстро пристроить беспородного котенка-инвалида, но у судьбы были свои планы. Посты о малютке Ульке в социальных сетях заметил молодой человек Дмитрий. Сначала он полностью оплатил ее операцию, а затем принял решение взять котеночка в свой дом. Вот таким чудесным и весьма неожиданным образом Улька стала домашней. Да, нельзя сказать, что все прошло без трудностей, ей пришлось адаптироваться к новым условиям жизни, учиться пользоваться лотком, а Дмитрию– заниматься лечением малютки. Дмитрий проявил терпение, и вскоре Улька оправдала все возложенные на нее ожидания. Она научилась пользоваться лоточком, начала лучше есть, адаптировалась. Хозяин миниатюрной красавицы нисколько не жалеет о своем решении взять ее в свой дом. История Ульки доказывает, что совместными усилиями люди могут оказать неоценимую помощь братьям своим меньшим. Действия Дмитрия и Анастасии в этой ситуации– настоящий пример для всех нас. Дорогие зрители, если вам понравилась история, пожалуйста, поделитесь ей. А также не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.